Всех приветствую на данной замечательной Twitch трансляции. Что бы я хотел сказать? Я не знаю, потому что обычно сижу один в начале стрима. Но давайте без лишних слов в таком случае. Просто приступим к игре. Так, мне кое-что нужно поправить сейчас. Вернусь. Так, ага, все. В прошлый раз мы остановились на том, что узнали, почему мужик в канализации сидит в канализации. А сейчас мы слегка разомнемся. Интересно, если спрыгнуть. И где я теперь, а? Найдешь меня? Ау. Не рассчитал расстояние. Это я возьму. Тут еще должен быть один. Так, не, он не наверху должен быть. Он должен быть внизу. Его тут нет. Куда он делся? Ну, ладненько. Мы нашли брошь. Брошь у какого-то мужика нашли, она принадлежит нашей матери. Кто мне там постоянно пишет? Это, ну, с ним я уже дрался. Ну, привет. Но он почти слеп. Ну, почти видит. Но все еще слеп. К проявлению силы ночи. А с вами что делать? 22-й. О, он меня заметит, если что. Мы все равно ограничены в своих передвижениях. Можно туда? О, сюда можно. Что у нас тут находится? Ничего. Тук-тук. Не тук-тук. Это какое-то бюро. Бюро расследований вампиризма, надеюсь. Ну, тогда я по адресу. Но тут никого. Надеюсь, они открываются.
Они не открываются. Ну, конечно. "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me?" Тут буквально ничего. Все разрушено. Это я уже видел. Почему это висит внутри дома? This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? В первую очередь мы лутаемся. Лут — это святое. Показалось, что там лут. О, арена. Это я возьму. А это нельзя взять. Что, даже никто не нападет? Такая шикарная арена пропадает зря. Тук-тук? Не тук-тук. Ну, побежали. Are you deaf? Stop right now! Это все, что мне нужно, чтобы от него спрятаться? Я уже видел. Я думал, смогу его оглушить. Но он напал сразу, как я подошел. Они просто соль рассыпали. Это вы слабоватенько, конечно, да. Я тоже могу стрелять, представляешь? Карантин. Окей. Святоша. You're surprising. Occasionally, you make a good point. We're being misled. Or worse, we're being baited by leeches playing a nasty game. Спасибо за приятный перекус. Ау. Мне бы еще уворачиваться, конечно. А, все, ты потерял ко мне интерес?
Не, ну вы охотники на вампиров, конечно, ленивые. Я просто сожру тебя. У тебя осталось совсем чуть-чуть здоровья. Ну класс. Слегка не рассчитал. Ну, побежали рассматривать тело. Ей смерть? The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Цветок Мэри. Only a golden watch in her pockets. Взять, конечно. Her shoes and clothes are quite worn out. I see you. Опачки. Дамочка, я за Right тобой then. пойду. It's a sick game. Ты меня But заинтересовал. given no choice in the matter, I might as well win it. Станцуем танго. Там было что-то интересное? Сундук чуть не пропустил. И ящик. Тут ничего. Да, он не крутит башкой, а мне показалось, что крутит. На секундочку. Куда нас ведет тропа? Даже не знаю, как это назвать. Обреченности? What was that? Она ко мне обратилась. Опа, дамочка. Телепортируется. I won't let you escape. Почему я не могу, как она? You're very fast, but I'll catch you. Что-то еще светилось. Как я могу оставить 5 шиллингов без внимания? They've all been butchered. Опа. Вот это да. Тут, конечно, такое себе. Она явно даром времени не теряла. Очень не теряла. What do you want? Переключись на них. Somebody help! What do you want?
Не, ну вы слабаки, конечно. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. У нее бронхит. It's locked. Что, реально закрыто здесь? Carnage is Father Whitaker's disciple. This man's far too old to be Samuel. А то есть мне сюда и надо было? No. By the look of his clothes, this man's a docker. Но здесь кто-то очень хорошо повеселился. Ну ладно. Shouldn't you go? Maybe later. Ну, прощай. Мне пора. Еще тело. И еще сколько? Сколько полезных вещей я могу тут найти? А, то есть наверх надо? Come to me. Монеточки кто-то оставил. Ничего интересного. Скучно. Но я бы для начала I can't перекусил believe слегка. I'm doing this. This is despicable. Кто тут просит о помощи? God help! Please help me! Священник. You! What have you done? Vicar Larrabee. What happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary. Is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What Чего? is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare.
And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for me. Mary, wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. А? You left me to rot Не, я ждал, in конечно, this такого, но grave. она будет крестом меня убивать. What have you done? Так, вот это что-то новенькое. Me, brother. У меня такой способности точно нет. То есть я могу сожрать его? Abomination! Come to me, Jonathan. Kinslayer!
Рановато я это сделал. Да хватит ко мне телепортироваться. Kiss me again, sweet brother. Assassin! Так, на второй удар я зря пошел. Rest in peace, monster. Так, стоп, у нее слабость к тени. Почему она меня видит? You killed me, brother. А, ну конечно. Come to me, Jonathan. Кайф. Так не. I'll do to you what you did to Dorothy Crane. Give me your blood, priest. Ставь мужика в покое. Assassin! Final thoughts are just Я to хотел die сожрать for. его. Rest in peace, monster. То есть мне надо было сожрать его пораньше. Это сестричка, новообращенная вампир-сестричка, раза в 4 сильнее, чем тот мужик. Kiss me again, sweet Чем тот огромный древний вампир. Ау. Подставился под удар. What have you done? Как же ты меня достал со своей кровавой блювотиной. Ау. Come to me, Jonathan. Положи крест на место в первую очередь. Да хватит. Меня стамина закончилась. Отстань от меня. Kiss me again, sweet brother. Ну, Rest in peace.
What have you done? Я тоже могу ульту, представляешь? Rest in peace, monster. Ну, конечно же, оно увернулось. Ау, это было неприятно. Да, долбаная стамина. Дай отдышаться. Ау, вот это печально сейчас. У меня явные проблемы со стаминой. Этот костюм увеличивает скорость составления выносливости на 50%. I'll show you the same kindness you showed Sean Hampton. Да, кстати, есть такое. What have you done? Ау, попался. У нее прям активный ПМС. Дай передохнуть. Чего? Почему в этот раз она стала устойчивой? А, я перепутал кнопочки. Ау, вау, 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 вау. Да... Почему он не хилился? Я бы не сказал, что она прям слабая. Тот большой громила был намного слабее. Ты свободен? Ну, поздравляю. На ней надо много уклоняться, а у меня проблемы со стаминой всегда. Так еще теперь крови нету. И все сыворотки закончились, я так понимаю, да? Угу. Так, моментально станет 500 единиц здоровья. Пусть будет. Моментально станет 300 единиц здоровья. I have this thirst for blood.
This is despicable. А я когда только стрим начал, это ты заходил? I can't believe I'm doing this. Просто у меня счетчик показывал, что у меня 2 зрителя. Но потом второй зритель куда-то делся. Despicable. Так, мне надо попить водички. Она, короче, сожрала этого деда, прикинь. А теперь я хочу его сожрать. Надеюсь, катсцена пропускается? Ага. А, я не то сделал. You've killed me, brother. Come to me, Jonathan. Jonathan, kill him. Revel in your true nature. Теперь он мой. Да почему? Раньше такого не было. Abomination. What have you done? Кстати, у нее слабость перед силовыми атаками. Я что-то этого не заметил. Перезаряжусь потом. Kiss me again, sweet brother. Ну, классно. Очень за него рад. I'll do to you what you Устойчивость? did to Dorothy Crane. У нее ж нету... Я ничего не Rest понял. in peace, monster. You left me to rot in this grave. Abomination. Kiss me again, sweet brother. Надеюсь, я не подорвусь из-за этого. А, ну, конечно же, я заспавнился в момент подрыва. Rest in peace, monster. Ну да, это его сестра. И для новорожденного она какая-то слишком сильная. У меня почему-то начала периодически кровь восстанавливаться, по чуть-чуть. What have you done? Я, похоже, в начале какой-то хренью страдал. Потому что сейчас она намного легче идет. Come to me, Jonathan. Либо я разогрелся.
Опа. Подхилимся. А, у меня нету хилки. Ну тогда захилимся. Kiss me again, sweet brother. Поздравляю тебя. What have you done? Мне очень нравится, что в этой игре стамина быстро восстанавливается. Ау, вот это была ошибка. Согласен. Это я прям обнаглел. Опа. Come to me, Jonathan. Так, наглею. Добью. А, ну ладно, это тоже хорошо. Образец густой крови. Мы с нее еще и кровь собрали. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Я хотел I сам will выбрать find это. a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Я не понял, он убил ее или нет? А, идти надо. Но просто вроде как прокалывание колом убивает. Вот, но он сказал, что найдет лекарство, чтобы вылечить ее. Значит, он обещает ее вылечить? А,
Но в некоторых историях про вампиров кол не является смертельным для них. Так что меня это ввело в заблуждение. Ну, раз просто найти лекарство, то ладно. Пусть покоится с миром. В таком случае. I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Приглашение леди Эшбери. Дорогой доктор Рид, надеюсь, что это письмо уже у вас, ведь мне нужно как можно быстрее поговорить с вами. Ситуация в Вест-Эндере развивается стремительно, и я убеждена, что теперь всем нам грозит опасность. Стражи Привенны начали в Лондоне великую охоту, и уже несколько ночей подряд они активно ищут и убивают эконов. Недавно ко мне обратились лорд Рейдгер, президент клуба Аскалон. Он желает немедленно видеть вас. Пожалуйста, придите в мой особняк в любую ночь, когда вам будет удобно. Мы должны все это обсудить. К этому письму я прилагаю официальный пропуск, который позволит вам преодолеть все карантинные заграждения и блокпосты. Ваш друг, леди Эшбери. Ну, я, кстати, тоже в шоке. В какой-то момент просто и научился читать. Почему я не могу его полить? Объясни мне, где найти эту воду. Я хочу его полить. Бедный цветок. Но я не знаю, где найти воду. Моментальное восстановление 100 единиц крови. Ну, я стал лучше читать, как минимум. Типа Супермен? Ну или Человек-паук в таком же случае. Ну так еще лучше. И что же мне качать? Я думаю, прокачать все связанное со здоровьем. В первую очередь запас крови. Потом вот это вот. Тут она типа становится дешевле. А здесь она становится дороже. Но при этом чаще можно восстанавливаться. Ну, честно, она в два раза станет дороже. Так что не такая уж большая проблема. Там, если бы раз в 10 стал дороже, это было бы проблемой. Так, это не могу, это не могу, это тоже не могу, это тоже. Так, я прокачал, хотя...
Вот это вкачаем. А, мне чуть-чуть не хватает. Укус. Ну да, в общем-то. Это так. Это так бывает. Я думаю, их пора начать лечить. А то ситуация в районе так скоро упадет до критической. Так что я пошел лечить людей. Я пошел выполнять свою работу наконец-таки. Симулятор доктора, наконец-таки симулятор доктора. О, лекарство. А, ты у нас чем болеешь? Я вообще ничего о тебе не знаю. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Это ты говоришь как человек, который уже прошел игру? У нее она болеет. А, ну ладно. Я не How would you выкупил. describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Но после меня уж точно никого не останется. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Окей. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Окей. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Но не знаю, со мной он очень интересно разговаривал. Прям болтал без умолку. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Окей. Тут ничего. Ну, давай вылечим тебя. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins.
Где пациенты? Так, ну, с тобой якобы вампирша, я потом поговорю. Это я возьму. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Я думал, она исчезла. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Это я уже слышал. Новых слов нету? Боль в голове. У нее там вообще несколько звездочек. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. Well, until the day science finally admits failure, please accept this little contribution. Thank you, Doctor. Your efforts are admirable, though laughable. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. То есть все, мы ее вылечили. Ага. Это кто? Это что еще за мужик? Ты что там делаешь? Ага. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Ах ты ж, сучий сын. Я тебе еще чего-то не знаю, это плохо. А то бы прямо сейчас и сожрал. It's locked, all right. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea Приятного informed us аппетита. of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Фанат, значит. А что ж ты тогда сам в мои руки не лезешь? Так ты еще и болеешь. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. О, он еще не знает. Он еще не знает.
что один австрийский художник готовится выйти на сцену. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Ну, я, конечно же, говорил про тебя. Про кого я еще могу говорить? What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Так, меня это интересует. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Okay. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings, with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Во-первых, нет. А во-вторых, какую? Мне интересно, какую книгу ты хочешь. Do you need my medical attention, dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reed. But your help is welcomed. There is no shame in helping each other. We're colleagues, after all. Many doctors I have known are too cynical to think that way. Goodbye, Dr. Strickland. Это я возьму. О, это ты. Seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. As for me, А ее нельзя убить. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. А не, все-таки можно. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Чего?
Знаешь что? Если найду, я отправлю ее тебе по почте. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Ладно. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Окей. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Окей. Ну, мы тебя Do you вылечим. require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. А вот не буду. Goodbye, Mrs. Goswick. Never could keep anything from her. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Какая у него неценная на данный момент кровь. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. А вот не будет пруфов. Фул в комментариях, как говорится. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you?
As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Окей. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Сепсис. Окей. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. How so painful. I'll let you get some rest, then. I'm all right. Don't waste your time with me. I will not let you down, my boy. То есть она буквально слышала, как я сказал ее сыну, что могу выгнать ее. So many deaths. And still more coming. My sweet girl. How can we be sure we're making a difference? Like a book. I never could keep anything from. Все еще тяжелое. Что мне реально всех надо вылечить? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Столб? Ты про что? Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Окей. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Я думаю, он не болеет из-за того, что главный врач в этой больнице просто прописывает сам себе лекарства. Возможно, даже сидит на опиуме. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Ну, это я могу понять. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps.
Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Чего? Окей. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Но его даже жалко. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Goodbye for now. Ой, я забыл его I'll see you вылечить. later. Его надо вылечить. Good evening. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Не знаю. Я в основном, честно говоря, не знаю, что такое сепсис. Вот у него анемия. Анемия — это вроде бы когда проблема с кровоснабжением. То есть слишком густая кровь, что-то такое. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansey's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Минутка Википедии. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. А, то есть ты против меня только из-за того, что популярный, да? То есть ты против Джонатана только из-за того, что ты завидуешь. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Окей. Ну, тут согласен, прям. Жалко, он только не успеет измениться, ведь я зажуру его раньше.
Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Надавим на If него. you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. I don't see any reason why I should justify my actions to you. That's true, Dr. Reed. The only judge has to be yourself. The question is, are you judging yourself hard enough? Во-первых, это чисто стрим на прохождение игр. Я тут не сижу, развлекаюсь, а играю в видеоигры. А во-вторых, баллов канала не будет, потому что я не знаю, как их делать, как их подключить. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Давай так. Я закончу прохождение, потом обсудим это. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Ну так жри лекарства. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later. Ну, посмотрим. Но я хочу пройти. Так. Воришка трупов. У трупов, точнее. Что, нравится заниматься некрофилией, а? Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Что я такого сказал? Это же был типа сарказм. Я сказал это ему с упреком. Ты выкупаешь иронию, а? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life.
But everything has to decay, sir. Even goodwill. Ну, кроме меня. В правилах Твича буквально написано, что говорить можно что угодно. Главное, чтобы это не сжигало расовую ненависть, не побуждало людей к агрессии, не пропагандировали запретные вещества, чрезмерное употребление алкоголя и табака, и нельзя давать вроде бы какие-то там медицинские советы. На Твиче нету жестких правил о том, что я могу говорить или что я не могу говорить. Но я же не заставляю тебя это делать. Я, наоборот, недоволен, что он ворует вещи у трупов. Твич знает свои правила. Он обкрадывает тела мертвых. Несмотря на то, что, по сути, главный герой делает то же самое, ему это никто не разрешал. Тем более, я не знаю, что он с трупами еще делает, пока никто не видит. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Я так и знал, что ты на это сагришься. Но я же сказал, я не знаю, чем он еще занимается с телами умерших. Вдруг он жахается с ними по ночам, пока никто не видит. Перед тем, как положить в гроб. Пошел ты, короче, чай пить и кушать. Что ты там заказал? So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Какой же ты дефолтный. Я читаю тебя как открытую книгу. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Ладно, это смешно. Это смешно. Зачетик тебе. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Ясно все, оправдывается он. Но я куплю у тебя то, что есть. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Что у тебя можно купить? Он продает опиум. Буквально опиум. Давай я тебе что-нибудь продам. Ты поставил мое лицо на аватарку?
это... А, я забыл. Good. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Even Да if the ладно, quiet поверьте can на be слово. appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. А почему я должен ставить себя Goodbye, Mr. на Chidana. аватарку в Дискорде и Стиме? Дискорд и Steam — это игровая часть моей жизни. Так что там я фактически под никнеймом Джафар. Ну и Джафар у меня на аватарке. Буквально. It's locked. А, я о нем что-то не знаю просто. И зачем мне покупать цифку? Ты же про цивилизацию говоришь, да? Я правильно понял? Опа. Это мое. Это тоже мое. То есть ты просто хочешь со мной играть? Ну, ты имеешь в виду купить цивилизацию в Стиме? Просто у меня она есть в этом... В этой, как... В Эпике. Если мы можем так играть, можно и поиграть. По идее. Нет, я не буду покупать. Ну, значит, пролетаем. Да не буду я покупать ключ. Я покупаю либо в Стиме, либо никак. У нас вылечился, ты вылечился. Он остался еще. Этот. Эти. А эти где-то шастают на улице. Ну, значит, в больнице вроде бы все. Потому что не буду. Отстань от меня. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Окей. I'd like to... Так это я тебя куплю. Это тоже куплю. Кол. А это я его тебе продал. Я покупаю либо в Стиме, либо никак еще. Ну, то есть у официальных дилеров игр Габен со своим паром буквально официальный дилер игр. Все, отстань от меня. Тут кто-нибудь есть? Опа. Они там что-то делают. Откуда вы смотреть?
Я типа спалил их. Ну ладно. Я хочу покупать игры только в Steam, Epic Games. И может быть, когда-нибудь, если так сложатся звезды, я куплю игру в Uplay. Но это прям маловероятно. Теперь. Нет. А во-вторых, у меня уже есть цивилизация на Epic Games. Зачем мне покупать ее, если она у меня и так есть? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Чтобы играть. Ее бесплатно раздавали. Полгода назад где-то. Ой, что я сделал? Good evening. У меня закончилось средство от анемии. Они сожрали все мое средство от анемии. Ну вот и хорошо, я же за нее не заплатил. Представляешь? Не отдал ни копейки. Короче, штук 5 их делаю на всякий случай. А, у меня все закончилось. А сейчас лучше? Я потерял 1000 кадров только что. $100. Она тогда 100 стоила. Это во-первых. А во-вторых, не буду я тебе ничего отдавать. Отстань от меня. Отстань от меня. Я не буду тебе ничего отдавать. Ты сам захотел мне ее подарить. Все. Ну и хорошо. Тогда ты будешь просто доставать меня до скончания твоих дней. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. То есть ты готов простить меня, мне 150 рублей, если я куплю цивилизацию? Do you require medical assistance, nurse? I will be... А, анемию я не могу лечить. Ну ладно. I will see you later, nurse. Goodbye, nurse. С того, что я Call me намерен if you жить need вечно. assistance. Представляешь? У меня нет лекарства от анемии, это плохо. Я в таком случае смогу вылечить? И от головной боли у меня особо нету лекарства. А я тебе не дал лекарства? Good evening. Do you need I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. And thanks, anyway. Ну, давай. Goodbye, Milton. С чего это? Я же буквально моложе тебя.
Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? А я как будто не веду здоровый образ жизни. Почему? Ты даже не знаешь, как я живу. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Ты думаешь, я тебе вот все рассказываю, да? У меня нет средств от головной боли. Это плохо. Goodbye, Dr. Tippett. То есть, по-твоему, я должен писать себе сообщение каждый раз, как я посрал, о том, как я посрал, да? Hey, Doc. Нездоровое то, что я рассказываю. А это опять анемия. Как вы все меня достали со своими болезнями. Бронхит. От бронхита у меня вроде бы есть лекарство. Что вы тут делаете? It's locked, all right. А нахрена вы каждый открываете эту дверь? He should be grateful for his luck instead of taking out his frustrations on everyone. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as Ну usual? да, с бегом здесь очень большие проблемы. Are you concerned about the living conditions in the city? Of course I am. I'll be stuck here for as long as Oswald refuses to go to hospital. And, unfortunately, it seems the violence is rising. What kind of violence? I believe people have armed themselves and started to attack those that show signs of contagion. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Зря ты беспокоишься о том, что подумают люди. Жизнь слишком коротка. Особенно, когда в больнице, в которой лечится твой любимый и ненаглядный, живет вампир. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. Ну, релиз моей собственной игры, наверное, со второй самой анимации, самой худшей анимации бега в истории видеоигр, произойдет по предварительной, запомни, дате, летом 2025 года. Может быть раньше, а может быть позже, кто знает.
You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. And surviving it again gave me strength. You believe that? Ну, во-первых, ты не единственный зритель. Есть и еще один. Постоянно забываю его ник на Z. Такой. Ты с ним еще один раз поспорил. А во-вторых, я еще сам до конца не знаю... Нет, он заходит, когда я по утрам стримлю. Он может смотреть стримы, как он объяснил, где-то до 12 плюс-минус. Он был на стриме относительно недавно, даже когда я в эту игру играл. Но во-вторых, я еще сам окончательно не знаю, про что будет игра. Возможно. Это уже вероятнее. В основном скажу так. Это будет однопользовательский, то есть приключенческий роман с хорошо прописанным, насколько я смогу, главным героем и его ближайшим окружением. Вот, все, что я могу на данный момент сказать. Ну, а первая игра я планирую сделать, ну, что-нибудь простенькое, но со вкусом. Так, чтобы потренироваться в написании кода. Кода и думать о чем-то больше. Я подумаю насчет каких-нибудь кооп проектов. How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see? Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Бывает. Я могу тебя Do you вылечить. need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Но на данный момент этот человек все еще учится в колледже. И у него дипломная в этом году. Ну, как бы в следующем. Ну, ты меня понял, в этом учебном году. А во-вторых, я хочу и сам научиться программированию. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You were wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. А теперь мы будем... It's locked. Да вы достали меня, можно ее открыть уже? Я хочу пройти. It's locked, all right. Good evening. Evening, Dr. Reed. Are you concerned about the conditions here in London? Not really. Sick people, men in arms, fighting every night. I already faced all this during the war. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Окей. Я не могу тебя вылечить. Прости. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself.
Ну, мне просто это интересно. Я думаю, хотя бы одну игру самостоятельно написать. Но я попытаюсь, если не получится, буду уже разговаривать с человеком, который буквально учит на это. Этих двоих я не могу вылечить, этого тоже не могу. Но я сделал все, что смог. Но на данный момент ни один мой проект даже не написан. То есть я пишу только. Ну, скорее, правильно сказать, обдумываю детали. Думаю, к следующему году более-менее напишу что-нибудь. И они исчезли. Нет, квадрипл A игры я не буду делать, у меня нету таких денег. Ты что, сумасшедший? Как я тебе сделаю это? Для этого нужны миллиарды, я думаю. Я бы с удовольствием, конечно, но для первого проекта квадрипл игру делать это слишком, мне кажется. О, гули набежали. Так задонать. Чё это? Чё не донатишь-то, а? Кстати. Не, я думаю, такие уже были плюс-минус. Я не думаю, что такое добавляют в книгу рекордов Гиннесса. Ну так, задонать 100 рублей. Для начала. Донать мне каждый месяц по 100 рублей. И вероятность, что в 2025 году выйдет квадрипл игра, намного больше. Ну ты же как-то за интернет платишь? Ну привет. Ой. То есть вот так вот у тебя все работает, да? Ну, буду знать. Так, я слышу плач ребенка. Это что-то квестовое или как? Их бы подлечить хоть чуть-чуть.
Да, вот ты вообще не в мою сторону прыгал. Дебила ты кусок. Он опять в мою сторону подлетел. Мое. Ну, что я могу тебе сказать? Вы надо мной издеваетесь? Он на кладбище работает? Кайф. Да... Так, вы меня достали. То есть ты с участковым общаешься, да? Окей. Ну, что я могу сказать? Наверное, это хорошо. Бывает. Да. Но то, что ПК умер, это плохо. Так, ну с ним я не очень хочу общаться. Не хочу я с ним общаться. А вот так куда, значит? Вот так куда, значит? Ну, я тебя услышал. Вот о, English. Понравился? Это не оправдание. Но вообще уже больше, мне кажется. Я, по сути, стримлю уже 3-й год. А ты пришел на один из первых стримов. Не понял, что тут делать-то? Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am.
This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Бронхит. Подлечиться не хочешь? Physically speaking, I mean. I don't feel good, Dr. Reed. Not at all. Чё? Это ж к чему сейчас? You should recover quickly after taking this. Thank you, Doctor. А, я не прочитал. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. You should not be by yourself. Grief can be a terrible trial, and it's even worse when you're alone. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. А ты у нас... А, ну ты же у нас Геншин-фак. Я забыл. Tell me how your husband died, Xiaoshun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. У тебя всего 25-й ранг? Хорошо. Давай я просто не буду комментировать то, что ты сейчас написал, и все. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Окей. Удачных круток. Я долго думал, что сказать. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? She will rest in this cemetery forever.
And I'll spend eternity hoping that she can forgive me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Ну, вообще-то я пробовал играть в Genshin, мне просто не зашло. Но я понимаю, почему в эту игру можно играть. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. You're right. I believe silence has a curative effect for the pain we feel. I suppose it provides space for reflection. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial, Dr. Reed. Я что-то еще о ней не знаю. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshu. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. А я думал, задание начнется. Ну, типа задание же. Goodbye for now. So many new graves. Why do I still feel so... Ну, там приятно анимации, хорошая простая рисовка, частые обновления, а еще постоянное желание людей крутить там кейсы, те же баннеры, то есть тратить деньги по сути впустую, но при этом получать от этого какой-то вид наслаждения. Почему нет? Ой, не то нажал. Добраться до аптеки. Ага. Не знаю, не заценил там песок. Как-то не удалось. Но весить она будет хорошо. Фастфудик. I can't believe I'm doing this. Хотя он всего лишь 23 уровня, может попытаться. Ой. Чё сразу стрелять-то?
То есть вы просто жрете тела? А кучу это сколько? Так, это было зря. Почему? Он еще и блок поставил. Что это сейчас было? Он увернулся от него. Мне не хватило на второй удар. Мне надо передохнуть. Образец, разбавленный свежей кровью. 169 точек телепортации и 36 ситуаций, станций. Нет, статуй. Я вообще не умею читать, похоже. Статуй. А что, там еще что-то есть? Я заблудился на кладбище. Не сюда. Я могу... Не могу. Ну, да, согласен, это огромная игра. Моё. I have thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Крысы закончились. Интересно, здесь есть ачивка за поедание крыс? Было бы прикольно, если бы я сожрал всех крыс, и они бы такие, типа... Опа, вы сожрали всех крыс. А за это дают выносливость? Мне вроде за это давали валюту для круток. И все. Так, вот здесь есть переход. Ага. Да, не замечал как-то. Так, я не туда забежал, да? Да, я пробежал. Тяжелая. Я так понимаю, они к следующему дню все выздоровеют. Watch yourselves! There's one of them!
А еще один. То есть у оборотней у нас теперь просто так спавнится. Они очень сильные. Почему они их убивают с легкостью, а меня нет? Ах ты ж сволочь. А, я понял, откуда у меня появляется иногда кровь. Ну, мана кровавая. Я ж прокачал, что анемия, вот это вот, как она называется, аутофобия, она же теперь мне дает 10 единиц крови вроде бы при каждом использовании. Best be on your way home. Die, leech! Die! Чего я же увернулся? Нет, я не хочу играть в Геншин. Это не моя игра. Я не готов играть в игры только ради того, чтобы просто играть. В Геншине нет полноценного коопа. Там только данжи можно зачищать вместе. И то там вроде бы надо достичь какого-то уровня. Кайф. Я наткнулся на очередного босса. Или нет? Они какие-то простенькие. Да, это очередной босс. Ну а что еще, боссы? Максимум еще боссы. Ну и что я тебе смогу... И как я тебе смогу помочь, если у меня будут непрокачанные персы?
Короче, не хочу я играть в Геншин. Отстань от меня. А, то есть мне сюда и надо было. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Отстань от меня. Так, мне надо дойти. Так, я тут. Что вы делаете в больнице? Вот что ты мне теперь сделаешь? Кто же его убил? И чего ты этим добился? Ладно, мне надоело. То есть он не слышал нас. Окей. Что они делают около больницы? Я думаю, это более-менее безопасное место. А, все, они. То есть я все о нем знаю. Мне только этого осталось
это вылечить. Так что мне нужно найти? Рассказать Тора Трикленду. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Goodbye, Dr. Strickland. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Но вы ни о чем не болтаете? О, болтают. Они болтают. Он похож на Гарри Поттера чем-то. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. А, то есть он типа пытался повеситься? Это так себе идея, пацан. Ну, такое, честно говоря.
Так, мне надо подняться наверх. Так, пусть будет хотя бы так. Одна единица гипохлорида натрия. Где я тебе все это найду? Ну, только если здесь. Закрыто. А где я должен все это найти? По сути. Это не то. Тоже не то. Может, на улице только еще, если. Или купить у кого-нибудь. Только у кого? Что это за место? Я тут не был вроде бы. Неожиданная встреча. Но как приятно. Christ, he's dead! Я же его убью одним ударом, скорее всего. It's a leech trick! Я могу уклоняться. Die, vermin!
Ну, у всех есть мечта. Почему у меня не должно быть мечты? У меня, ну, много как бы мечт, но имеешь в виду материальное или что-то нематериальное? Форд Мустанг первого поколения. You always knew the words to calm the children, Helen. As for me, С чего это? Я не понимаю, где достать ингредиенты в таком случае. Этого здесь нету. Good evening, Milton. Good evening. Why? Тебе нету лекарств. Ну, только если я что-то разберу и получу это. Если не так, то я все. Нет. Дети двое. Я хочу знать, я не помню, чем он болеет. Неврология. От такого я не лечу. Насколько я помню. От такого я не лечу, сорян. Ну тогда вы еще поживете. He's really pissed me off this time. А не, у меня нету. У меня есть от сепсиса. Головной боли я сейчас достаю. Карантин, кстати, в больнице. Ну тогда будем добывать это по пути. Сейчас я что-нибудь прокачаю и могу выходить из игры. Здоровье. Увеличение запаса крови. Увеличение количества единиц, получаемого при восстановлении. Вот это мне нравится. Это я прокачаю. Или надо было это качать? А, я... Ну, ладно, это тоже пойдет. И это пойдет. Ну, уже не 3 часа. Здоровье. Могло обновиться. Но это очень хорошо, что все здоровы. Ну, я вообще обычно заканчиваю стрим в 5 часов. Просто я сегодня задержался, из-за этого я теперь начинаю... Я все так же заканчиваю в 5, но начал я где-то в 2. Вот он ты. У тебя обновилось что-нибудь? Good evening. Good evening. I'd like... Ну, это я куплю.
И это я куплю. Где этот, который с трупами играется? Я забыл. Убежище с другой стороны. It's locked. Мне очень нужно. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Please, of course. И денег нету. Ну, подожди пока. Можно чуть слегка задержаться. А я это, получается, перебрать не могу. $75. Так, мне нужна 1 единица гидрохлорида натрия. У тебя есть гидрохлорид натрия? Of course. Гидрохлорид натрия. Тартрата железа. Тартрат железа и пергаментная бумага. Пергаментного клея. У него этого нету. Надеюсь, мне этого хватит. Создайте предмет лекарства. Куда тогда ложить? Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Ackroyd. Теперь я не могу этого делать. Но я дам ему. В чем проблема? Я из-за этого как-то потеряю рецепт или что? Вдруг он реально создаст лекарство? Где он только? А вот, здесь должен быть. Good evening, Dr. And good evening. I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive, or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating.
And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Ключ от кабинета врача. Goodbye, Dr. Strickland. А это куда? Это наверх. И еще выше. Я наконец-таки узнаю, что здесь. Не та дверка, похоже. Или я просто иду домой. А, это вот это. Ой, ужас. Что ты тут прячешь? It's locked, all right. It's locked. Все закрыто. At least Strickland can't kill anyone with this formula. Не понял. The flower's dying. It needs water. Можно мне лекарство средства от головной боли, а? Здесь этого нету. Здесь плацебо тоже нету. И здесь ее нету. Тогда я не понял. И к чему это все было? Может, еще с ним поговорить? Не туда побежал. Уйди. Туда побежал все-таки. Good evening, Dr. Strickland. And good evening. Goodbye, Dr. Strickland. Тогда я вообще ничего не понял. Ну ладно. Я думаю, на этом можно заканчивать. Надеюсь, игра сохранится. Если я все-таки не буду спать. В любом случае, спасибо, что был на моем стриме. Не забывай, что жизнь здесь только в интернете. Кушай вкусно. До новых встреч. Меньше, чем 3.